Всем привет! Природа не признает границ, законов и предупреждений. Каждый год она напоминает человечеству, насколько хрупка наша цивилизация. Наводнения, землетрясения, ураганы и пожары за считанные часы стирают города, разрушают экономики и уносят тысячи жизней. И начнем с события, которое стало трагедией для региона, но лишь предвестником куда более страшных катастроф. В декабре 2018 года Индонезию потрясло цунами, возникшее не из-за землетрясения, а из-за извержения вулкана Анак-Кракатау. Часть вулкана обрушилась в океан, вызвав внезапные волны. Опасность оказалась в том, что не было предупреждения. Люди отдыхали на пляжах. Когда вода внезапно обрушилась на побережье, сотни человек погибли, тысячи получили ранения. Этот случай стал тревожным напоминанием, что даже самые современные системы оповещения не всегда способны предсказать подобные сценарии. Катастрофа длилась минуты, но ее последствия ощущались годами. Циклон Моча стал одним из самых мощных тропических штормов, нахлынувших на Мьянму за последние годы. Он сопровождался разрушительным ветром, проливными дождями и штормовым нагоном воды. Особенно сильно пострадали прибрежные и беднейшие регионы страны, где дома были построены без защиты от подобных катастроф. Тысячи зданий оказались разрушены или серьезно повреждены. Люди остались без крыши над головой, доступа к воде и медицине. Из-за слабой инфраструктуры последствия циклона оказались тяжелее, чем можно было ожидать по метеорологическим показателям. Хотя число погибших было относительно ниже, гуманитарные последствия затронули сотни тысяч человек и надолго дестабилизировали регион. В 2022 году юго-восток Бразилии оказался во власти экстремальных ливней. Земля, пропитанная водой, начала обрушиваться с холмов, превращаясь в смертоносные оползни. Целые кварталы были буквально сметены потоками грязи и камней. Особенно пострадал городок Петрополис, где за короткое время погибли сотни человек. Многие жертвы не успели покинуть свои дома. Оползни происходили ночью без предупреждения. Катастрофа обнажила проблему хаотичной застройки и уязвимости бедных районов, расположенных на склонах. Для Бразилии это стало одним из самых трагических природных событий последних лет. В 2015 году Непал пережил катастрофическое землетрясение. Погибло около 9000 человек. Были разрушены древние храмы, города и деревни. Многие районы оказались полностью изолированными, что осложнило спасательные операции. Тысячи людей остались без крова. А восстановление исторического наследия страны продолжается до сих пор. Это землетрясение стало одной из самых трагических катастроф в Южной Азии 21 века. В 2017 году Центральная Мексика пережила мощное землетрясение, которое особенно сильно ударило по густонаселенным районам. Толчки вызвали обрушение зданий, школ и жилых домов. Погибли сотни человек, тысячи были ранены. Спасательные операции продолжались неделями, а под завалами находили выживших даже спустя несколько дней. Катастрофа произошла в годовщину другого разрушительного землетрясения, что усилило психологический удар по стране. Для миллионов людей это стало напоминанием о постоянной сейсмической угрозе. Весной 2023 года север Италии столкнулся с наводнением, которое стало самым серьезным за десятилетие. За короткое время в регионе Эмилия-Романья выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив города, деревни и сельскохозяйственные угодья. Стихия разрушила дороги, мосты и жилые дома. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Наводнение вызвало оползни, которые усугубили ситуацию. Целые районы оказались отрезанными от внешнего мира. Погибли десятки человек. Ущерб измерялся миллиардами евро. Хотя катастрофа не стала самой смертоносной, она показала, насколько уязвимы остаются даже развитые европейские регионы перед экстремальными погодными явлениями. Лето 2023 года стало для Греции одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений. Экстремальная жара и засуха привели к масштабным лесным пожарам. Огонь уничтожал леса, дома, инфраструктуру и исторические территории. Тысячи людей были эвакуированы, целые населенные пункты оказались выжженными. Пожары охватили огромные площади и стали самыми крупными в истории Европейского Союза. Экологический ущерб оказался колоссальным, а восстановление регионов займет многие годы. Тайфун Хайян считается одним из самых мощных тропических циклонов в истории. Скорость ветра превышала 300 км в час. Прибрежные города были практически стерты с лица земли. Более 6000 человек погибли. Миллионы остались без жилья. Целые районы оказались полностью разрушены, а восстановление страны заняло годы. Хайян стал символом того, насколько смертоносной может быть комбинация шторма, ветра и штормового нагона воды.
Наводнение 2022 года стало одной из самых масштабных климатических катастроф в истории Пакистана. Под водой оказалась почти треть страны. Пострадало около 33 миллионов человек. Разрушенные дома, дороги, школы и больницы. Урожаи были уничтожены, что привело к продовольственному кризису. Хотя число погибших было ниже, чем при некоторых землетрясениях, масштаб гуманитарных последствий был колоссальным. Страна до сих пор ощущает последствия этого бедствия. Землетрясение 2023 года в Турции и Сирии стало самым разрушительным в этом списке. Погибли более 56 тысяч человек. Целые города превратились в руины. Миллионы людей остались без жилья в разгар зимы. Инфраструктура была уничтожена на огромной территории, а экономический ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. Это бедствие навсегда изменило жизни миллионов людей и стало одним из самых смертоносных природных катастроф 21 века. Эти катастрофы произошли совсем недавно, и каждая из них напоминает о том, что стихия не ушла в прошлое и не станет слабее. Изменение климата, рост городов и плотность населения делают последствия бедствий все более разрушительными. Подписывайтесь, если хотите знать, с какими угрозами сталкивается наша планета и какие из них могут стать следующими. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.